Друзья, хочу сообщить, что сегодня заключительный день акции, когда вы сможете новый курс «Цветение персика» выкупить за 50% от его стоимости. Есть два пакета, расширенный и базовый. По первому уроку мы провели конкурс. И вот имена и работы победителей. Татьяна Разумникова, Татьяна Сироткина, Марьяна Баранова и Виктор Киселев. В качестве награды победителям были предоставлены доступы к расширенному пакету. Он интересен тем, что есть обратная связь, они получают консультации, есть еще различные приятные бонусы, то есть участие в закрытых группах, таких как «Дневник открытий», «Мастерская», где коллеги, художники общаются друг с другом, выкладывают свои работы. Сегодня, 13 июня, в полночь, закроется акция, по которой вы сможете за полцены приобрести этот курс. Он из 5 уроков. Цветение персика я писал с натуры в Никитском ботаническом саду, маслом и акварелью. Мы будем учиться настраивать свой глаз на точное видение тональных отношений, как всегда, да, цветовых. Вы будете писать маслом, темперой, гуашью или акрилом, или акварелью в любой технике. Главное, чтобы вы были настроены на живопись своих ощущений путем грамотного построения композиции и учета всех тонких отношений по пятну. Заходите на сайт и включайтесь в команду. Лора Лайнс. Старичок-то непростой. Но это про меня, конечно. Да и девчонка Лора не фифуля. Но, судя по реплике, весьма предсказуемо бьет в лоб. November Soul. А подскажите еще, какую кисть вы для акварели используете? Надумываю ее попробовать, как-то не люблю акварель, но понимаю, что, возможно, для некоторых моментов скетча она неплохо. Конечно, неплохо. Раньше пробовала классическую рублевскую белку, но смотрю, вы для каллиграфии тоже кисти берете. Ну да, марку какую подскажите, чтоб кисть не лезла. Но она подлезает все равно. Какая-то для каллиграфии китайской. Тут уже все замылилось моими заскорузлыми старческими пальцами. Так что и не увидишь, что тут написано. Но в любом случае я советую брать козу. Ну, она такая вот как-то не белка. Немножечко дает эффект случайности. Равно как и плоские козьи. Марка может быть разная. Вы во всех странах разных живете, там могут быть не быть. Например, пинокс, как у меня, какой-нибудь. Вот у меня-то в России пинокс. Я покупаю плоский. И из козы. Ну и из белки разные. Так что пробуйте разные. У меня есть еще, знаете, какие кисточки? Ну, наверняка знаете. Только смотрите тоже на состав волоса. Вот в этой я как-то не обращал внимания. Ну, там какой-то он искусственный такой. Ну, ничего тоже. А вот в этой белка. Они удобны, когда вот я ездил сейчас писать джаз, меня приглашали. Ну, не джаз, конечно, а музыкантов. Мне интересно наброски делать, когда они движутся. Ну и, конечно, удобно, когда у тебя минимум вещей. Потом опять назад, и все это довольно-таки приятно. Вот у меня была одна кисточка, и все, и акварель. Лена Мацкив тоже пишет про остроконечные, какую лучше. Так, ну и как результат, первый вариант работы запорола. Но Лена на конкурс писала работу. Я исправлял, пока не разрослось. Большое розовое пятно пришлось переписывать. Надо бы мне тоже заказать натуральную кисть. Такую квадратную, не остроконечную. А можно и остроконечными выделывать кренделя. Мы же мозгами все время пишем, смотрим, как она там льется. Хорошо, когда вот эта вот штука, на которой вы пишете, она вот, вы можете регулировать наклон. Но у меня на мольбертике стоит вертикально, льется. Мне ничего страшного, я прям салфеточкой промокаю, и это создает все эти заливки, приятные ощущения. Потому у меня просьба, Лена продолжает рассказать про кисть акварельные, особенно ту, которой цветы написаны.
Да вот ими я и писал. Они у меня по марке Pinex все. Такие беличьи, потом есть даже колонковые вот это, но я как-то редко пользую. Ну и вот эти плоские, ну тоже вот Pinex из козы. Ну, я уже на этот счет сказал, покупайте, пробуйте разные. Мэри Лансард. Я участвовала, но так и не поняла, где работы, где лайки. Вроде бы подписалась в Телеграм, а оказалось, что нет. Вот так. Подала заявку и только сегодня туда попала. Но так ничего и не нашла. Ну да ладно. Ну хорошо. Было интересно с вами порисовать. Так на сайте же была ссылка на первый урок. Она сейчас там остается. Вы смотрите этот первый урок. Под ним присылали работы на участие в конкурсе, который уже, как говорится, прошел. Я просматривал работу и каждому персонально высылал ссылку на телеграм-канал. Все было очень налажено и круто. 115 участников без проблем зашли, и мы там сейчас все дружно общаемся. И выбрали победителей, и все на свете. И сейчас я в эту группу выкладываю некоторые свои рецензии с разрешения авторов, ну, чтобы все видели, что работа идет и как народ продвигается к успехам. Дарья Сандакова. А скажите, вы в самолет какие-то разбавители масла для масляных красок берете или покупаете на месте? Масло я беру с собой. Каждый тюбик я заворачиваю в бумажную салфеточку. Каждый. Чтобы они там, ну, не это самое. Они друг друга прокалывают, эти самые тюбики, если их не обернуть. Но можно в стретч-пленку заворачивать. Но главное, чтобы исключить вот их болтание. Я их кладу в боксик специальный и в это самое, в багаж. А растворитель с собой в самолете я не вожу, запрещено же. Это же взрывчатое вещество. Так что растворитель нужно покупать на месте. Лена Москив-Слава, я ведь посадила дома мини-персик и куст винограда. Ура! Именно такого сорта, что листья, которые осенью делаются красными. Специально для рисования посадила. И еще лаванду надо посадить. Да, Лена. И еще глицинию. Если у вас там есть. Называется вистерия по-английски, я помню. Было бы здорово, если бы после курса по цветущему персику осенью вышел бы курс по виноградникам. Ох уж там можно было бы развернуться. Так и сделаем, чё ж. Про виноградники сделаем. Я люблю виноградники писать, они такие разноцветные. Но главное, чтобы была среда, ну, задний план. Не просто утыкаться там в какие-нибудь кусты на заднем плане, а чтобы были какие-то дали, моря, горы. Ну вот мне это интересно, всегда писать пространство. Татьяна Ф. Спасибо, что рассказываете о творчестве замечательного живописца Константина Коровина. Читала, что он использовал вместо черной краски смесь краплака темного, берлинской лазури и индийской желтой. Да к чему что угодно можно мешать темное, и получится почти черный. Что думаете об этом приеме и вообще о черной краске в импрессионизме? Вот у музыкантов, у симфонических принято, у высокого уровня. Мне рассказывал один пианист, с которым я дружил. Было время, когда я много классической музыки слушал, и он мне ставил, например, одно и то же произведение в разных исполнениях и спрашивал, какая тебе больше нравится? Я говорю, вот это. Он говорит, а почему? Я говорю, ну там форте, так блум-блум, там мощно. А он говорит, а вот в мире музыкантов считается, что форте лучше не в полную силу делать. Вот как будто бы, чтобы ощущалось, что у них есть запас. Не надо шарахать во все литавры и жать на всякие дудки, клавиши, полной задницы садиться на вот эту клавиатуру. Что пусть будет запас. Как бы форте, но все-таки сдержанность такая. Тогда возникает особое чувство наполненности. Меня это очень поразило, я стал прислушиваться. Так и в живописи. Вот пусть черное не будет черным, пусть будет запас. Попрозрачнее делайте. Смотрите лучше на куда уходит это черное, в теплоту или в холод. Какая там составляющая в этой черной вообще есть, куда ее несет.
в зелень, в ультрамарин, в коричневость. И тогда живописнее все будет. А вообще отношусь нормально. Но, конечно, чтобы это не превратилось, любой черный там вот этот цвет, в такую печную заслонку, такую в сажу газовую. Короче, я думаю, вы поняли. Не в полную силу. Цвет. Лучше искать цвет. А то, что Коровин использовал там разные краплаки, берлинские, лазури и прочее, так используйте. Почему нет? Но вот этот принцип, если вы попробуйте не в полную силу его там штукатурить. Он, кстати, Коровин писал часто от темного. Он говорил, что работа получается сочнее. Ну, а сам темный я уже сказал, какой интереснее брать. Друзья, я 15 июня задумал провести такой небольшой однодневный семинар в Химках. Ну, в общем, считай, в Москве. Так что писать пионы я хочу на круглом столе, в садике. Если интересна информация на сайте, присоединяйтесь. Но надо стремительно, это уже послезавтра. Татьяна Ф. Вячеслав, нравится ли вам прием набрызга краски? Не мешает ли он зрителю сосредоточиться на картине? Ну вот, сейчас выполняла задание, оно же и на конкурсе было, работа Галины Кочубей. Видно, что местами набрызгано, да, кое-где. Может быть, даже губкой или там какой-нибудь, я не знаю, целлофановой пленкой чуть-чуть так протыкать. Но сохраняя целостность, естественно. И посмотрите, какой интересный эффект. Я отношусь нормально. Брызгайте что угодно. Лейте, счищайте, промокайте. Главное, чтобы была фантазия безудержная и часто какая-то необычная история вытекала. Пусть будут разные решения в ваших работах, это приветствую сильно. Причем Галина написала, вот выполняя задание это, никогда не думала, что буду пробовать акварель. Ну вот свершилось. То есть, что это первый раз вообще? И такая работа сильная. Так что поздравляю, Галина. Хороший вкус и хорошая, мощная, эффектная такая получилась живопись. На Бусти, друзья, я выложил новое видео. Каждый день выкладываю. Заходите в гости. Сейчас в Москве джазовый фестиваль каждый день идет. Я рисовал музыкантов, рисовал наброски. Мне это очень нравится всегда. Спасибо вам, друзья, за поддержку, за ваши лайки. Делитесь с друзьями моими видео, задавайте интересные вопросы. Мы команда.